Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2026 года. Какой будет эта неделя? Мне, конечно же, хочется сказать, что она будет легкой, простой, спокойной и беззаботной. Но опять же, кто смотрел меня давно и смотрел гороскопы на 3 месяца, помнит, что я говорила с 20 мая ускорение нашей жизни. И да, с 16-17 мая выпадают эти числа на эту неделю. У нас с вами новолуние в Тельце. Все зависит от того, в каком полушарии вы сейчас живете, от этого и две даты. И да, у нас Солнце соединяется с Луной, с Меркурием и с Ураном, который только перешел в Близнецы. Поэтому могу сказать, что новый лунный цикл у нас начинается на выходных. И, конечно же, все события будут двигать настроение к новому лунному циклу, который будет гораздо динамичнее, чем предыдущий. И если говорить по дням, то понедельник, 11 мая, у нас Луна в знаке Рыбы в соединении с северным кармическим узлом, который в Рыбах. И да, квадратура с Ураном – это резкое начало недели, это движ, это поездки в том числе. Не могу сказать, что это плохо. У нас распадается квадратура Марса с Юпитером, то есть уходит такой конфликтный аспект, и мы быстрее соображаем, лучше действуем, не конфликтуем, опять же. Поэтому неделя смело подойдет для того, чтобы нарисовать себе большой план, ускориться в его реализации и четко, продуктивно, плодотворно делать то, что давно хотелось. Будьте аккуратны за рулем. Понедельник, 11 мая. Будьте аккуратны в разговорах, в коммуникациях, потому что здесь можно испортить настроение и отношения с женщинами. Будьте аккуратны в своих заявлениях: "Я хочу свободы, я хочу развода", потому что возможно будет это получить в мае, да, 11. Здесь очень хорошая история начинания каких-то новых проектов. Если какие-то чрезвычайные ситуации будут происходить по ходу движения в работе, постарайтесь как-то по-новому урегулировать вопросы. При всем при этом потрясающий аспект Солнца с Юпитером, когда мы договариваемся, апеллируем знаниями, у нас получается все неприятности уладить. Меркурий точно так же в гармоничном аспекте с Юпитером, и всю неделю он у нас будет в гармоничном аспекте с Солнцем и с Юпитером, поэтому очень хороша неделя для того, чтобы договариваться, расти вперед, идти вперед, расти в знаниях, подготовка к переезду, какие-то новые события, расширение своих коммуникативных навыков, обучение, сдачи экзаменов. Очень хорошая, в принципе, неделя, которая начинается у нас с понедельника. То есть вот так. Вторник, 12 мая. Луна у нас по-прежнему в знаке Рыбы, но в квадратуре с Венерой, поэтому будьте аккуратны с какими-нибудь бьюти-процедурами, с такими историями. Захочется чрезмерной романтики, захочется таких искренних отношений. На самом-то деле очень хороший день для продуктивных действий. Ну, то есть Луна в гармоничном аспекте с Меркурием, с Солнцем, с Юпитером. Очень хорошие аспекты, поэтому здесь, конечно же, планирование, действие, все, что связано с юриспруденцией, тоже хорошая история, с расширением, с масштабом своей личности, в том числе получение знаний, сдачи экзаменов, договариваться там, где раньше не могли договариваться, и быть аккуратно во взаимодействии с женщинами. У нас Луна в квадратуре с Лилит, наши страхи могут нас тормозить. Постарайтесь не портить свою репутацию, потому что Лилит у нас в знаке Стрельца. Не выходите в агрессивные состояния. Вот такая история. 13 мая, среда. Луна перешла в знак Овна в соединении с Нептуном и Сатурном. При всем при этом гармоничный аспект с Плутоном, с Ураном. То есть
Очень хороший день среда для того, чтобы браться за какие-то большие, мощные, глобальные проекты, истории, подписывать договора, связанные с недвижимостью, с работой. Луна в знаке Овна, то есть мы можем действовать открыто, ярко, интересно, амбициозно. При всем при этом мы хотим многого, у нас очень много сил, мы заряжены, несмотря на то, что уходящий лунный цикл, но мы заряжены. Поэтому постарайтесь на среду себе сделать такой большой мощный план. Во второй половине дня Луна будет ближе соединении с Сатурном, и еще в четверг 14 в первой половине дня Луна будет также в Овне в соединении с Сатурном. Хорошие дни для дисциплины, но в среду, так как Луна еще в соединении с Нептуном, это эмоциональный такой день. То есть все то, что вы давным-давно хотели сделать, свои какие-то желания реализовать, потрясающий день среда это делать. Четверг, первая половина дня, очень хороший день для продолжения, но уже на таких более жестких, четких, продуктивных, ответственных началах. Потому что Луна еще в Овне в соединении с Сатурном, и нам будет казаться, что мы одиноки в своих целях, но если мы понимаем, для чего мы действуем, тогда будет идти очень хорошо. Вторая половина дня четверга, 14 мая, Луна уже не в соединении с Сатурном, в Овне, но в квадратуре с Юпитером. Постарайтесь не очень сильно портить свою репутацию ссорами, скандалами. Не нужно пытаться доказывать свою правоту, потому что будет очень сложно это сделать. И во второй половине дня Луна еще съезжается в соединении с Марсом, который в Овне, а это история, когда нас, как правило, не остановить. Мы ругаемся, мы злые, агрессивны, мы рушим все на своем пути, поэтому здесь постарайтесь без таких критичных, агрессивных состояний, которые могут испортить репутацию. Это вечер, вторая половина четверга, 14 мая. Поэтому здесь будьте аккуратны в этот день. Пятница, 15 мая. Луна в обед переходит в знак Тельца, но в соединении с Марсом. И при всем при этом Луна еще весь день в квадратуре с Плутоном. В гармоничном, в хорошем аспекте с Венерой, но в квадратуре с Плутоном. Когда у нас Луна в напряженном аспекте с Плутоном, мы всегда, в нас работает инстинкт выживания, трансформации. Мы под давлением берем большие мощные цели. Поэтому здесь в пятницу постарайтесь четко понимать, чего же вы все-таки хотите от своей жизни, как вы хотите жить, уровень комфорта, финансов, которые у вас есть, отношений. Потому что Луна у нас в Тельце. Когда Луна в Тельце, мы всегда задумываемся еще и о качестве нашей жизни, качестве наших отношений. Есть ли там любовь, романтика, удобство, секс однозначно, потому что Луна в квадратуре с Плутоном однозначно про большую мощь, силу, власть, секс, в том числе и деньги. Поэтому здесь будет желание в пятницу такой большой, классной, интересной жизни, но для того, чтобы это достичь, естественно, нужно делать многое. Будет очень много внутренних сил, что-то кому-то доказать, сделать в этот день. Направьте энергию в нужное русло, не ругайтесь, не спорьте, потому что день, когда можно испортить отношения с мужчинами, если вы женщина смотрите этот гороскоп в пятницу, не ругайтесь. В четверг вечером можно начать, потому что Луна в соединении с Марсом будет. И в пятницу еще можно продолжить. Луна в квадратуре с Плутоном, когда нам хочется доказать, и мы доказываем, мы властью своей апеллируем, мы давим. Разрушаются на таких аспектах отношения. Если, конечно же, ваш партнер точно такой же, как и вы, и он может подстраиваться под ваше давление, тогда вы, скорее всего, этот скандал проскочите, и будет все нормально, с пониманием выйдете из ситуации. На самом-то деле хорошо живут в браке очень много лет пары, у кого идеально совпадают психотравмы. Поэтому нужно найти себе точно такого же интересного человека, какие мы есть сами, и тогда по жизни идется хорошо.
Не буду говорить, что этот день очень плохой, ужасный, страшный. Нет, ни в коем случае. В пятницу очень классно и важно понимать, кто мы, куда же мы идем, в отношениях в том числе. И да, для того, чтобы жить лучше, чем сейчас, нужно приложить очень много усилий. Хороший день пятницы для достижения других целей, не просто желаний, построения плана, тем более перед новым лунным циклом. Хочу сказать, что у нас 16 мая суббота, Луна также в Тельце, но уже начинает съезжаться в соединении с Солнцем, Меркурием и Ураном, когда захочется в прямом смысле ради новой жизни начать все с нуля. И, естественно, вспоминаем дни, которые были перед этим, и если это про ваши отношения, про ваши финансы, то здесь не нужно обнуляться, здесь нужно другой подход привнести в свою жизнь, потому что и 16 и 17 мая Луна будет находиться в знаке Тельца, то есть новый лунный цикл у нас начнется в знаке Тельца. Это когда мы очень сложно переживаем разрыв отношений, это когда мы сложно переживаем обнуление в финансах, когда нам наше эгоистичное начало идет нам в минус. Поэтому здесь при всем при этом очень много гармоничных аспектов на небе. Юпитер абсолютно гармоничен. То есть это хорошие аспекты, как вот если сказать обычным языком, к Солнцу, к Луне, к Меркурию, даже к Урану. Поэтому здесь с мудростью подходите к конфликтным ситуациям, к своему пустому кошельку, к своим неудачам в отношениях. Подумайте, сядьте, проанализируйте, чего же хочется. В ночь с 16 на 17 мая у нас новый лунный цикл, он будет в Тельце, но при всем при этом начинается он в соединении с Солнцем, с Луной, с Меркурием и с Ураном. При всем при этом это гармоничный аспект от Плутона, гармоничный аспект от Нептуна и от Юпитера. То есть и здесь вообще должен, если вот так вот по одной карте транзитной охарактеризовать весь лунный цикл, у нас вообще должно быть все классно, да? Но у нас один день сменяет другим, и транзиты всегда разные. Поэтому здесь, понимаете, при всем спектре наших чувств и желаний что-либо сделать, нас весь следующий лунный цикл будет вот так вот разделять наши внутренние ощущения. Нам будет казаться, что без своего партнера, без вот этой работы, которая у нас есть, у нас в жизни все будет классно, потрясающе, и мы все сами можем. Но сложно будет перейти на новую ступеньку развития в одиночестве. И опять же, нам всегда хочется сказать, что мы вот такие классные, интересные сами по себе, а партнер или там наша работа, которая не всегда идет, как нам хочется, нам в жизни как-то мешают. Но однако нужно сесть и очень хорошо подумать, что же такого интересного мы в жизни получили благодаря нашим вторым половинкам, всем тем неудачам, которые случились в работе, в личной жизни, и сделать работу над ошибками, и просто построить стратегию своей жизни по-новому, как же сейчас, потому что мы каждый раз перерастаем все свои ошибки, все свои удачи, неудачи, действия, бездействия. Поэтому здесь новый лунный цикл, он будет интереснее, он будет двигать нас однозначно в новую жизнь, мы будем ускоряться еще быстрее, но по итогу мы должны прийти к стабильности в принятии своих решений, финансов. Если мы говорим про выходные, хорошее время отдохнуть со своей второй половинкой, то есть 16-17 мая. Не могу разделить эти дни, потому что у нас там все вместе, и Луна находится, то есть с одной стороны стелиума переходит в другую сторону стелиума, это все вот так вместе у нас кучкуется, поэтому здесь с мудростью, с большим планом, движением вперед, с желанием роста. Потому что если вы понимаете, что в ваших отношениях или в финансах уже наступил кризис, значит нужно расти, прикладывать очень много сил, ответственности, активности, новых каких-то действий, пробовать, экспериментировать. Да, у всех у нас случаются ошибки, мы не идеальны, мы люди, и это хорошо. Поэтому, дорогие мои, 16-17 мая потрясающие дни для того, чтобы наметить себе четкий план в будущее. Если вы решили в своих отношениях расти, растите, расширяйте свои отношения, выходите замуж, женитесь, принимайте
эти решения. Опять же, будьте четкие, будьте последовательны, будьте аккуратны. И да, если говорить про следующую неделю с 18 мая, то Венера у нас в знаке Близнеца входит в квадратуру с Нептуном. Это когда мы ошибаемся во вложении финансов, когда мы ошибаемся в отношениях, у нас иллюзии по поводу денег, и по поводу покупок, и по поводу каких-то там проектов. Поэтому постарайтесь быть максимально приземленными в принятии своих решений уже с начала этого лунного цикла 16-17 мая и до конца месяца. Вот такой гороскоп, дорогие, который заряжает нас на новый лунный цикл, который вводит нас, можно сказать, в лето, подготавливает его. Поэтому здесь будьте максимально честными, взрослыми, приземленными в принятии своих решений, будьте активны. Ну и если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео в режиме свободного времени, я на них отвечу. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.